Салют, друзья! Это 11-й выпуск видеопроекта «Вверх». Прямо за мной находится Deira Clock Tower. По одной из легенд, эти часы королева Англии Елизавета подарила шейху Дубая Мухаммеду в знак того, что он опоздал на встречу, подчеркнув тем самым арабскую неторопливость. Алло, хейтеры! Классно, что вы появились, без вас на канале было скучно. Да, ребят, на нашем канале появились хейтеры, и за 10 выпусков, помимо хейтеров, появилось еще на некоторых видео более 100 тысяч просмотров. Это, я считаю, это реально крутой результат. В следующих выпусках мы, как в «Орел и Решка», отправимся в другие страны, но только я буду говорить о бизнесе. Так что следите за каналом, оставляйте комментарии, подписывайтесь. Шейх Мухаммед Аль Мактум поставил цель перед государственными службами за 2 года сделать государственный сервис лучшим в мире. Уже прошел год, и мы пришли сюда посмотреть, как они с этим справились. Я вообще считаю, что государственный сервис, он должен быть реально круче, чем сервис частных компаний, потому что мы, налогоплательщики, платим за это. Это настоящий эксклюзив. Мы сейчас с вами находимся в правительстве Дубая. Этого еще никто не показывал, даже Первый канал. Mr. Fahad. Hi, good afternoon. I can use only my left hand. Like Mike Tyson. Yeah. Let's be more comfortable, sit there. Расскажите, пожалуйста, ваша организация, для чего она создана, что вы делаете, какие вопросы решаете для иностранных инвесторов, для жителей, резидентов Арабских Эмиратов. Экономический департамент Дубая – это государственный орган, который инициирует поддержку инвестиций самих инвесторов и бизнесменов, регистрирующихся в Дубае. Мы продвигаем инвестиции, привлекаем инвестиции, объясняем и помогаем компаниям выбрать, где им открыть бизнес. Мы заботимся о компаниям таким образом, что у них всегда есть тот, кто им может помочь. Мы помогаем им расти, выходить на региональный рынок и максимизировать свой потенциал. Мистер Фахад, на своем личном примере, как часто вы сталкиваетесь с русскими предпринимателями? Вообще, как относитесь к русскоязычным бизнесменам? Мне кажется, работа с Россией и в целом с русскими бизнесменами уникальна, благодаря уникальной культуре. Ведь она очень схожа с культурой Дубая и культурой Ближнего Востока. У нас очень много точек соприкосновения, по которым мы работаем. Например, если ты доверяешь человеку, с кем работаешь, то вы становитесь друзьями. Это что-то общее, что с точки зрения культуры очень похоже. Но еще есть инвестиции и бизнес, и есть международные стандарты, к которым мы все должны прийти в наших отношениях. У российского инвестора и бизнесмена в целом есть уникальные преимущества среди других, и мы думаем, что еще много возможностей, которые не реализованы на сегодняшний день, особенно в области технологий медицинских, сельскохозяйственных технологий, кибертехнологий, а также многих других областей, связанных с сырьевыми товарами. В то же время они хорошие продавцы. Они знают много об инвестициях и бизнесе, которые развивают по всему миру. Дубай для них открыт, но пока не по максимуму. Дубай является ведь платформой для рынка в 2,4 миллиарда потребителей. Они должны использовать преимущества этих цифр, как это делают другие бизнесмены. Если мы посмотрим на цифры, российские инвесторы уделяют достаточно внимания этому. Они должны использовать преимущества этих цифр, так как это делают другие бизнесмены уже давно. Если мы посмотрим на цифры российских инвестиций, то вы еще не достигли большого количества, пока компания не уделяет достаточно внимания этому. Однако с точки зрения потенциала он огромный. Мы видим определенное количество российских компаний, ведущие бизнес в Дубае. Недавно правительство Дубая анонсировало изменения в порядке регистрации компании на мейнленде, регистрации LLC, в том плане, что сейчас для того, чтобы открыть эту компанию, иностранным инвесторам не нужно привлекать локал-спонсора.
Вот насколько эти правила уже вступили в силу, кого они касаются и какие есть ограничения по данным правилам. Новый закон позволяет большому количеству инвесторов и большому количеству инвестиций приехать в Дубай, а также позволяет людям видеть, что появляются новые преимущества. Это, конечно, не ново для Дубая, потому что Дубай уже работает с фризонами, которые разрешают полное владение. Сейчас просто то же самое будет и на мейнленде. Очень много категорий бизнеса, которые уже получают это преимущество. Несколько еще на одобрение у Кабинета министров. Мы уверены, что в скором времени таких категорий будет гораздо больше одобрено. В мейнленде уже есть несколько таких компаний, и это характерная черта Дубая — способствовать и развивать бизнес и среду для больших инвестиций, чтобы бизнесмены могли воспользоваться преимуществом и увеличить свои инвестиции в торговлю в будущем. И я думаю, что после пандемии мы самый подготовленный к этому город в мире. Эксклюзив встречи заключается в том, что нам удается брать интервью у самых главных руководителей государственных учреждений. Это просто фантастика. Местные арабы очень гостеприимны и дружелюбны, и с удовольствием идут на контакт. Этим они сильно отличаются от наших чиновников в России и странах СНГ. Подводя итог нашей встречи, хочу подчеркнуть, что в Дубае еще много неосвоенных ниш, и предпринимателям тут действительно рады и создают все условия для них. Далее мы с вами отправимся и посмотрим, как же выглядят эти государственные услуги, а вы смотрите и делайте свои выводы. So we'll say goodbye now. Slowly. Иногда сам даже не представляю, какие крутые коннекшены случаются в Дубае. Теперь вот наш новый друг Фахад и ваш тоже. В Дубае не так много мест, которые можно рекомендовать как местным жителям, так и туристам. Arabian Tea House — это реально крутое, аутентичное местечко в самом центре старого Дубая. Он подойдет как резидентам, местным жителям Дубая, так и туристам. Особенно классно сюда приходить на завтраки. Здесь снимать нельзя, но я сделаю для вас несколько подсъемок. Переступая порог, вы перемещаетесь во времени назад, в каменно-арабское здание с ветряными башнями. Интерьер обладает шармом старого времени с ротанговыми креслами и топчинами. Раньше в таких встречались арабы и заключали сделки по добытому жемчугу. Кухня тут ультра-арабская, традиционная, с хумусом, фалафелем, шашлыками и, конечно, арабским некрепким кофе со специями. Будучи в Дубае, обязательно посетите это место, но для тех, кто здесь живет постоянно, приходите сюда на завтраки, и они здесь просто супер. 5 баллов. Я пришел сюда, чтобы посмотреть качество сервиса. Уже через год сервис государственных органов Дубая должен стать лучшим в мире. Самое главное – это отношения и улыбки персонала. Этого нам, кстати, очень не хватает. Давайте посмотрим, что здесь есть. Это Smart Lounge. Я не знаю, сравните, вот в вашем городе есть ли что-то подобное. Сюда я пришел, чтобы посмотреть, как открыть и зарегистрировать юрлицо на территории, материковой территории Дубая, в Майнленд. Итак, первым шагом, когда я сюда прихожу, я вижу, что у меня здесь есть возможность подать заявление на регистрацию компании онлайн. Здесь есть несколько шагов. Для начала нужно утвердить имя, потом получить разрешение на бизнес-активити и через некоторое время уже зарегистрировать свою компанию. Видно, что здесь все оцифровано, народу мало, потому что ковид, и сейчас, в принципе, это можно делать онлайн. Но если ты не разобрался, как это делать онлайн, ты можешь с легкостью прийти сюда, подойти к одному из мониторов и сделать это онлайн здесь. Если тебе что-то непонятно, ты можешь позвонить в службу поддержки, тебя проконсультируют, проведут по этому пути и доведут до нужного результата. Пойдемте посмотрим, что здесь есть еще.
Здесь прописана пошаговая инструкция, как зарегистрировать юрлицо. И если что-то непонятно, помимо того, что можно позвонить по телефону, вот подходит такой специальный человек и все это объясняет. А здесь мы в поле вводим предполагаемую сферу деятельности, контрактинг, и она выдает сразу подходящие под эту деятельность виды лицензий. Ты можешь выбрать, согласиться, и твое заявление уйдет на одобрение. Офис только для женщин. Ну и как бы помещение небольшое, но видно, что оно так типа лакшери отделка. Кстати, мне сказали, что здесь на входе есть терминал, по которому я могу вызвать после получения услуги, вызвать машину, и за мной приедет какая-то крутая машина типа лимузина или там Теслы. То есть я нажимаю, и за мной приезжает, и я еду довольный домой, и это ничего не стоит. А если вдруг мне сервис не понравился, то есть такая кнопочка волшебная, на которую я нажимаю, приходит злой дядя, всех ругает, сопровождает меня и делает так, чтобы я был доволен. Приезжайте в Дубай, открывайте компанию здесь, а мы вам поможем и покажем, как это делать. Если вы хотите зарегистрировать просто трейдинговую компанию с минимальным количеством учредителей физическими лицами, вам ничего сложного не нужно сделать, просто в принципе можно делать это из дома, но если хотите прийти сюда, можете здесь путем несложных манипуляций в смарт-лаунже нажать там пару кнопочек, и уже через 5 минут на ваш email придет готовая лицензия, и вы становитесь владельцем бизнеса в Дубае. Библиотека от книжного магазина, дисплеи, планшеты от Samsung и даже кофейня Starbucks. Все это яркий пример взаимодействия бизнеса и государственного органа. А все для чего? Для того, чтобы такой, как я, пришел и получил услугу качественно, быстро и с особым отношением. Я вообще считаю, что любой государственный сервис, он просто обязан быть вот с таким человеческим лицом. Что, в принципе, я здесь и получаю. На входе, в процессе получения услуги море улыбок. И это, друзья, настоящее чудо. Мы оказались в центре Старого Дубая, и я не упущу возможность побродить по узким улочкам базаров и почувствовать себя героем сказки из детства про Аладдина. Дубай, прежде всего, это торговый город со своей историей. Здесь чувствуется это во всем. Ты можешь зайти вот в такую лавку, как на этом базарчике, или зайти, в принципе, в бутик в дорогом молле. Везде ты можешь попросить скидку, и тебе ее дадут. А почему так? Потому что исторически сложилось, что много веков назад здесь основной вид деятельности местных локалов была именно торговля. Бродя по маленьким улочкам Старого Дубая, можно ненарочно наткнуться на небольшие лестницы, которые ведут тебя вверх, и ты попадаешь вот на такие крыши, здесь их порядка 10-12. Просто садишься и окунаешься в мгновение, живешь здесь и сейчас. Просто наслаждаешься этим видом. В рамках моего бизнеса мне предстоит посетить 150 стран. Именно поэтому я решил записывать этот видеоблог и делиться с вами полезным и крутейшим контентом. Я приглашаю вас с собой в это увлекательное путешествие. Это всего лишь 11-й выпуск, а впереди еще очень много интересного. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем выпуске. Пока!